Вон, ребята, видите ли, плавают? Красавцы. Ждут. Вот эта штука, мед с малиной, вот такая вещь я попробовал. Сон на пчелах. Здесь люди, значит, он служит для поднятия иммунитета и для того, чтобы у кого дыхательные проблемы с дыханием, потом сердечные заболевания, очень помогает. До конца еще не изучен. А теперь тут такой запах. Ничего себе! Это цех по производству медовухи. Мы здесь... Виктор, скажи привет. Я тоже решил присесть на корточки. Столько показываешься. В общем, нас опять нелегкая несет. Познакомился недавно, был на форуме «Бизнес для села, село для города». Познакомился там с несколькими интересными людьми. Вот один из них, я так понял, обладает примерно тем, к чему стремимся мы. И в качестве примера хотим поехать посмотреть, что у него, как у него, что за отдых, что за хозяйство. Зовут тоже Евгений. В общем, едем туда. Вот мне, кстати, интересно. Я много с кем знаком, и люди, которые делают что-то своими руками, производят, чего-то добиваются. Их очень много. Кого зовут Евгений, Евгений, Евгения. То есть такие пробивные люди. Почему так? Нас встречает вот такой дружелюбный пес. Пес. Ты дружелюбный, да? Ты нифига не охрана, да? Вот мы заехали. Прям настолько тут классно. И, в общем, приехали мы к Евгению. В лесу находится. Очень крутое место. Прям круто. Человек вот там держит барашек. Вот там у человека лошадки. Домик для отдыха раз, домик для отдыха два. Небольшой прудик. Беседочка. Прям круто, классно. Бассейна не хватает, на мой взгляд, да, Саш? Так что можно было покупаться, поплавать. Малька сколько. Верховка называется. Не-не-не. Не надо. Вон, ребята, видите ли, плавают? Красавцы. Ждут покушать. Мы подходим к барашкам. Только их что-то не видно. Вон они сидят. Жарко видно, поэтому. Будешь? Идите, кушайте. На, ешь. Вот они повыходили.
Сколько вас тут сразу учуяли еду, да? Вот такой звук здесь в лесу. Вот так поет природа. Это не наложенный звук. Это реально тут так. Красавица. Красавица. Хе-хе-хе. Красотуля. Да? Красотка. Вот еще одна любопытная мордочка пришла. Да, любопытная мордочка. Красотка. Кто не любит лошадок? Те, кто их не видел. Вот мне этот пес нравится. Он всю дорогу меня сопровождает. Не доверяет, что ли? Ты смотришь, что все нормально было, пес? А? Ну, коняшек мы посмотрели. После коняшек и барашек мы пошли, так сказать, в дегустационный зал. У него там мед его собственного производства разный. Очень интересные всякие штуки. Я не пробовал таких изделий из меда. Короче, ну вы сейчас все увидите. Ребята, я, в общем, Евгения выдернул прям с пасеки. Меня завел в свой магазинчик. Я думаю, кстати, вот он сам. Привет, ребят. Я думаю, он вам расскажет за мед. Жень, ну расскажи, пожалуйста, за мед, где, что. Да, с вами мы находимся в Воронежской области, Рамунском районе. Где-то 30-40 километров от Воронежа. Замечательный лог у нас есть. Медом занимаюсь я всю жизнь. Дед мой занимался, прадед занимался, я занимаюсь. Вот эта штука, мед с малиной, вот такая вещь я попробовал. И напомни, с чем? С орешком. С орешком. С кедровым орешком. Я вон 2 баночки себе купил женщинам есть своим. Мед с прополисом, когда горлышко болит, кашель у людей там чуть простыл. Первое средство народное. Это мед с пыльцою, с малиной, с пергою. А это получается малиной, просто мед с малиной. Просто к чайку такая вкусная штучка. Чай добавляете, не пожалеете. Это коломенское, это немножко не наше, мы издаем прополис, это настойка прополиса. Прикусили губку, щечку, чуть-чуть маленькое загноение, пополоскал, все пролил. Желудочек болит. Настойка восковой моли. Вот, экстракт личинки восковой моли. Значит, по 15-20 капель 1-2 раза в день применяется. Это туберкулез лечить. Потом, у кого головокружение, у кого слабость. Первое средство. Использовать, значит, надо 3 пузыречка. Это где-то 3 пузыречка стоит всего 1000 рублей. На курс на 3 месяца, пропивается. Приезжайте к нам, даете свои отзывы. Еще никто ни разу не пожаловался. А сайт есть? Сайта у нас нет, у нас он заблокирован. Мы не успеваем производить свою продукцию, да, но сайт надо сделаем. Я думаю, с перспективой. Поможете нам, мы сделаем сайт. Ну я тогда оставлю хотя бы геоточку и номер телефона, Жень, да? Да. С липовым листочком добавить вот этот взбитень, будет великолепный напиточек. Также есть медовушечку, делаем по старинным древним рецептам, как делали у нас в старину. Приезжайте, попробуйте, сравните. Можно произвести экскурсию на пчел, посмотреть колодное пчеловодство, посмотреть ульи варе, который монах изобрел в 1580 году. Как мы подскажем, кто-то желает завести, поможем завести, дадим отводок пчел, дадим, разведем пасеку, поможем организовать. Сон на пчелах есть, домики. Сейчас мы пойдем покажем, на пасеку, да. Пойдем на пасеку, снимем, я покажу все эти домики, как люди спят. Это у кого сердечко болит, дыхательные упражнения. Замечательно. Там есть одноместные, есть двухместные домики. Приезжайте. После дегустации меда я купил себе 2 баночки. Вот. И мы отправились на пасеку посмотреть, как у него содержатся пчелы. Я так понимаю, это очень большое хобби человека, и он с таким воодушевлением о них рассказывал, делился своим опытом.
Так, ну вот теперь мы пришли на саму пасеку. Тут я рассказал о пчелопродукции, о меде. А сейчас я вам немножко покажу свою пасеку, чем мы занимаемся, как мы получаем мед. Вот, значит, и для чего еще мы держим пасеку. Сон на пчелах. Здесь люди, значит, он служит для поднятия иммунитета и для того, чтобы у кого дыхательные проблемы с дыханием, потом сердечные заболевания, очень помогает. До конца еще не изучен наукой вот этот сон на пчел. Принцип здесь какой? Вот стоят 4 двухкорпусных додановских улья. Вот. Мы подготавливаем. Человек перед тем, прежде чем лечь на них, мы их, он там записывается, мы им готовим. Сейчас мы пойдем вовнутрь, я покажу внутри, как мы готовим. Покажу, где мы ставим сеточки, чтобы не было, чтобы пчелы не кусали, чтобы люди не думали, что здесь сон на пчелах, значит, все 25 тысяч пчел его должны укусить. Да-да-да, я так и подумал. Да, все так думают, что 25 тысяч должны укусить. Нет, такого не будет. Значит, я вам расскажу, это в Семеновском районе зовут девушку Таня. Значит, у нее была аритмия с сердцем, какие-то вот сбои. И не было вот эти удары сердца были не постоянно, тук-тук-тук, перебои были. Она приняла 10 сеансов, и ей стало легче. Я у нее спрашивал: Таня, как это ты почувствовал, что тебе стало легче? Она говорит: а я не знаю, мне просто стало легко и все. Сейчас она дома, посмотрела у нас, как устроены домики, сделала себе этот домик и постоянно живет в этом домике, спит на пчелах. Здоровье великолепно, чувствует себя прекрасно. Все, вот мы теперь входим внутрь, смотрите, что здесь у нас. Заходите. То есть вот здесь вот человек вот спит, отдыхает. Сейчас я вам подниму, покажу, что тут внизу под ним происходит, под человеком. А вот эти пчелы, вот это защитные сеточки стоят. Москитные сеточки защитные. Но это не все, тут еще одна сеточка ставится защитная. Здесь лежат подушечки. Вот мы открываем пчел. И все, вот этот запах, аромат отсюда. Поднимаем крышки, снимаем, я сейчас не буду снимать холстик, снимаем холстик, и весь запах прополиса, перьги, пыльцы, меда, все поднимается вверх, и человек дышит этим ароматом. Вот жалко, телефон не передает, какой уже здесь стоит аромат, да? Да. Очень сильно это распространено в Уфе, в Башкирии, на Украине очень сильно, и очень сильно сейчас в Беларуси развивается это движение по поводу вот этого вот сона на пчелах. Прикольно, интересно. Да. О, Жек, слушай, расскажи, а это что такое? Это колодное пчеловодство, это которое было до революции очень сильно у нас развито. Сначала занимались бортничеством люди. Значит, где-то там в высоте был аборт, то есть сучок выпадал, пчелы начинали размножаться, и мед. И лазить на дерево было неудобно. То есть этот кусок дерева выпилили и поставили вниз, чтобы людям не лазить на дерево постоянно. А получилось, это был аборт, если наверху, внизу из-под колода. Вот этот улей. Здесь пчелы сами делают мед. Сами. Мы практически ничего здесь им не помогаем, они сами полностью нам... У пчел расположено как? Здесь дети, здесь, который выше угол, здесь мед. Тянут соты, мы вырезаем соты. Здесь семья остается целым, мы ее не трогаем, она продолжает, опять отстраивает соты. И получается мед. То есть вот эту крышечку снимаем, вырезали соты, прессом отжали мед, и все великолепно. Теперь ячеечка измашивается, пчелка становится мелкой. Чтобы этого не было, мы колоду переворачиваем, путаем пчеле. Она начинает здесь заново отстраивать соты, делать расплод, выводить пчел, а здесь у нас получается мед. И мы бочку так постоянно крутим это, переворачиваем. И получается, что у нас всегда свежий мед на свежих волосках и свежая вощина для вывода пчел. А вот это вот стоят улей варек, про который я вам говорил. Вот видите что? Мы ставим планочки. От этих планочек пчелы сами вниз тянут воск. Вот они там внизу. Я сейчас еще планочку одну сниму. Сниму. Вот видите, оно вот уже внизу оттянули. Ага. Планку беру. Вот видно, не видно, вот они строят сами. Красота. А запах какой? Наша задача только им помочь в разведении и забрать вот этот верхний. Потому что если они заполнят весь корпус, семье и матке некуда будет ложить ячейки, не будет пустых ячеек для вывода новых пчел, и улетит семья. Где-то в другое место пойдет искать, где можно развиваться. Расскажи что-нибудь. Это маточка, молодая маточка, плодная маточка,
готовится готовим для создания семьи. Вот она там, видите, вон она в уголочке лазит. Сейчас ее будем подселять в новый улей, делать из нее. А это вот еще, пойдемте я вам покажу. Блин, какой тут запах, а? Это идет. Это воск, старый воск для переработки лежит. Мы сдаем, перетапливаем воск. Вот такой воск у нас получается. Когда мы перетапливаем старые рамки, вот такой вот у нас получается воск. Пчелиный, да? Да, пчелиный, чисто пчелиный воск. И вот мы его Он же сдаем. тоже с него что-то делает. Он же Да, а с него мы делаем вот такую вощину. Вот он вощина лежит. Вот он вощина, вот такая рамка. Вот вощина такая вот, потом с воска получается. И мы натягиваем на рамки, и получается у нас рамочка, в которую пчелы заносят мед. А вроде ж, я насколько знаю, на рамочках. Вот рамочка, потом, вот Да, рамочка. они же вроде сами должны формировать. Да, вот нет? мы ее накатываем, а потом они делают рамочку из нее. Они вытягивают ячеечки, добавляют свой воск и вытягивают. Это как стартовая называется. Вот. А потом они получается вот такая рамочка. Вот. Они когда начинают отстраивать воск. Вот она. Вот они что получается. Ну да. Откачанные уже, мы ее откачали с нее уже. Это вот такая рамочка получается. А теперь тут такой запах. Ничего себе! Это цех по производству медовухи. Мы здесь для себя. Вообще проблем есть, конечно. Ах, какой запах! Сейчас мы вам покажем, как мед перебродит. Здесь, чтобы вы видели, здесь кроме лимонов. Вот. Какой запах! Вот. Блин, камера это не передаст. Это что-то с чем-то. Мед. Это вот еще 50% перебродило меда. Вот вкуснятина, а. А вот получается, что у нас получается дальше. Это у нас... Сейчас вот ты сравнишь. Это вот уже переработано. Это в течение 6-8 месяцев она делается. Только раньше не получается. Это чистый мед, только перебродивший. Попробуй. Чуть-чуть там попробуй, а то за рулем нельзя много. Ну, конечно. Ну, какая штука классная. Хороший? Отличная просто. Это чистый мед, только мед переработать, но очень долго делать, очень тяжелый, такой трудоемкий процесс, требует времени и терпения. Ну, мед нам показали, меня угостили медовушкой, сейчас приеду домой, положу ее в морозилку, вот. Ну, единственное, что не стал меня провожать, показывать баню, какая у них здесь. Он готовится к приему гостей. У него эту баню сегодня заказали. Ему нужно успеть там доделать свои дела с пчелами и готовить потихонечку баню. Ну, сейчас что за баня, вы тоже увидите. Ну, а вот она, банька. Даже теннис есть поиграть. Кухня. Санузел, душевая, самопарная. Какой запах! Прям вообще классный. Хорошо здесь. Тихо. Спокойно. Вот это человек будет делать будущий бассейн, чтобы можно было понырять. Чтобы можно было понырять. Угу. Банька на дровах березовых топится. Мне, кстати, вот такую классную штуку презентовали, точнее дали на пробу. Короче, угостили медовуха. Я попробовал немножко холодную, так смочил язык, потому что за рулем. Вот. Вот это вот мне дали на дегустацию домой. Прям очень вкусная штукенция. Медовуха на лимонах, прям все натуральное. Вообще классно.
Ну все, прогулка закончилась. Я подхожу к автомобилю. Как там мои родные? Родные, вы как тут? Уже заждались. Шо вы позамыкались тут? Что, мед не слопали? Ну, сладковато. Я крока пить. Не-не-не, Пить. это не пить. Это фу-фу-фу. Это Не Я медовуха. поняла. Офигенно. Не, ты в смысле? В смысле? Ну, на язык-то я попробовал. Подумай. Это пить нельзя. Это нельзя, Виктор, это не это квас. это. На, убери куда-нибудь. Это мои. Че, поедемте? Да, уже голодная, уставшая, ужасно, жарко. Ну, попрощайтесь тогда с нашими зрителями. В этот раз вы. Я надеюсь, вам интересен был данный ролик. Обязательно подписывайтесь на канал. Сын пытается убежать, он засиделся. В общем, подписывайтесь на канал, будет еще больше полезного, интересного. Спасибо за то, что наблюдаете за нами. Выдержали это видео. И пока. Сын, скажи пока. Пока. А еще вам хотел показать вот такое произведение искусства. Очень прикольная вещь. Гитара из бревен, из леса, из карагача, короче. Из карагача. Прям классно-классно. И мне зеленка. И тебе классно. Ага.